Всем доброго дня! Дублирую в видеоформате информацию о грыжах дисков, которая стала популярной в Фейсбуке для блога Boosty to Rehab. Если понравилось, лайк, подписка, поехали! Это обширная тема и моя специализация последние 30 лет. Ниже самое главное, о чем надо рассказать. Рассказывать о здоровье позвоночника просто, эти проблемы изучены. Вместе с тем сложно, потому что есть три категории читателей или зрителей. Первое. Спина у вас не болит, жизнь прекрасна, вы полны сил. Не смотрите дальше, но подпишитесь и сохраните видео, вдруг понадобится. Вторая группа. Вы знаете, что проблемы со спиной есть, но боль беспокоит эпизодически, от случая к случаю. Найдите специалиста по лечебной гимнастике, подпишитесь на блог Boosty to Rehab и разработайте план, как укрепить мышцы, чтобы избегать обострений. Третья группа. Вы точно знаете, что проблемы с позвоночником есть и хотите от этих проблем избавиться. Тогда это видео точно для вас. Лайк, подписка, смотрим дальше. Здоровьем позвоночника профессионально занимаюсь 30 лет. Главное, что понял, в 99% для того, чтобы сохранить здоровье, в том числе здоровье позвоночника, не надо себе вредить. Кто не прыгал с парашютом из окошка вместе с маминым зонтом, тот лихим парашютистом не считается пока. Не лететь ему, как птицы, над взволнованной толпой, не лежать ему в больнице с забинтованной ногой. Это из вредных советов Григория Остера. Давайте составим список вредных советов для здоровья нашего, вашего позвоночника. Позвоночник не любит статичности. Частый гость в кабинете невролога с проблемами шеи и поясницы, не землекоп или молотобоец и не шахтер, а бухгалтер и шофер. Хотите, чтобы болела спина? Больше сидите неподвижно, уставившись в монитор или смартфон. Бухгалтеры и шоферы вредят себе, зарабатывая деньги. Но сегодня в эту же группу риска ворвались поклонники ТикТока и других социальных сетей. Нельзя сохранить здоровье, зависая полчаса и больше в экране смартфона, который лежит на коленях. По незнанию и в спешке люди получают травмы шеи, спины, переломы позвонков или перенапряжение мышц. Что происходит, когда приложенное усилие превышает силы организма? Если же человек не прыгает с парашютом, не водит гоночный автомобиль, но сидит неподвижно рабочую смену, у него накапливаются микротравмы, которые неминуемо выливаются в болезнь. И терять здоровье мы начинаем еще как следует его не развив, со школьных лет. Школа, как черный ящик, на входе втягивает в себя здоровых 6-7-леток, а на выходе выплевывает юношей и девушек, 70% которых больны. Что творится в этом черном ящике, нам лучше не знать. Губит неподвижность, особенно в согбенном положении. Лечит движение. И ничем, никакой таблеткой, витаминкой движение не заменить. Вместе с тем, боль в спине изучена вдоль и поперек, потому что тотально распространена. В течение года 40% сограждан испытывают эту боль. С этой болью встречается каждый человек в течение жизни. Если болит спина, то в 90% случаев говорят о неспецифической боли. Это мышечный спазм или мягкотканная причина. У 9 человек из 10 такая боль пройдет самостоятельно за 1-2 месяца, вне зависимости от того, как ее будут лечить, или даже если лечить не будут. Этот факт привлекает шарлатанов. Можно смело продавать волшебную мазь или пояс из чудесной шерсти, обещая при этом положительный результат или даже исцеление своим покупателям. Но в 10% случаев боль специфическая, лечением которой не стоит затягивать. Это онкология, инфекция, острая травма, либо признаки тяжелого поражения нервной системы. Задача врача на первичном приеме – выявить именно эти 10% и направить на соответствующее обследование и лечение. Признаки специфической боли называются красные флаги. Перечислю их. Первое. Начало стойкой боли до 15 или после 50 лет. Второе. Боль не уменьшается в покое, в положении лежа. Третье. Боль постепенно ежедневно усиливается, связана с травмой, подъемом температуры тела, снижением массы тела, нарушением мочеиспускания. Четвертое. Ранее было перенесено онкологическое заболевание. Подробно рассказываю об этом в блоге Boosty to Rehab. Система красных флагов.
настораживающих признаков, которые позволяют заподозрить, что не все так просто. Напоминаю, что мои публикации не учебник медицины, и при любых сомнениях необходим осмотр врача. Мы обсудили специфическую боль, которая встречается в 10% случаев. Редко, но метко. Что делать с остальными 90%? Если и так пройдет, им не помогать. В цивилизованных странах этих пациентов направляют к физиотерапевту. Физиотерапевт в западном понимании – это выпускник физкультурного вуза, специалист по лечению физическими упражнениями. У нас чаще под физиотерапевтом понимают врача кабинета физиотерапии. Но все же специалисты по движению и физкультуре в нашей стране также становятся больше, и они могут подобрать для этих пациентов такой вид физической нагрузки, который поможет быстрее купировать обострение боли и поспособствовать тому, чтобы эта боль не появлялась вновь. Потом, у пациентов с чисто мышечным характером боли также возможен переход в хроническую стадию, если мышцы не укреплять, а травмирующие факторы продолжают действовать. Напомню, это статическое неподвижное положение, чаще сидя, а также вибрация, психоэмоциональный фон, реже нерациональная или несоразмерная физическая нагрузка. Работа в наклон, перенос груза, особенно перед собой, асимметричная или избыточная нагрузка. Чуть подробнее остановимся на психосоматике, подавленных эмоциях и прочем. Это действительно приводит к спазму мышц шеи, например, надплечий. Сексуальные проблемы порождать могут боли в пояснице, но прежде чем списывать симптомы на психосоматику, надо обратить внимание на сому, на само тело. Итак, с медицинской точки зрения, если не доказано обратное, причина боли – мышечный спазм. 90% среди причин боли в спине. Как правило, он проходит без лечения. Чтобы он не перешел в хроническую фазу, лучше обратиться к специалисту по лечебной гимнастике. Хронический спазм способствует формированию межпозвонковых грыж, иногда с компрессией корешков спинного мозга. Поговорим о грыжах межпозвонкового диска. Диск – это сложное образование. Наружная часть диска – фиброзное кольцо, плотная, как автомобильная покрышка, конструкция. Внутри диска пульпозное ядро, полужидкое и пружинистое, почти как камера или резиновый мячик. Спазмированные мышцы сжимают между собой позвонки, пульпозное ядро-мячик начинает смещаться от центра к периферии и давит изнутри на фиброзное кольцо, на котором появляется вначале выбухание, протрузия, что похоже на грыжу на колесе. Если же пульпозное ядро начинает выдавливаться за пределы фиброзного кольца, то говорят уже о грыже. Если еще точнее, о грыже говорят, когда пульпозное ядро вылазит за пределы диска в сторону спинномозговых корешков, потому что в этом случае грыжу и диагностируют. Сдавленный спинномозговой корешок вызывает острую боль, что побуждает обратиться к врачу. Общепринятая тактика при грыжах диска с компрессией спинномозгового корешка. Консервативное лечение 3-4 недели. Если консервативное лечение за это время не помогло, пациента направляют к нейрохирургу, который решает, надо ли оперировать. Относитесь настороженно к предложениям лечения грыжи диска без операции. Без операции эта субстанция, выпавшая грыжа диска, может со временем уменьшиться в размерах. Тогда не будет воздействия на спинномозговой корешок, не будет боли, и человек это ощущает как выздоровление. Рациональные двигательные режимы укрепления глубоких мышц поясницы помогут снять нагрузку с межпозвонковых дисков. Но не существует методов медикаментов или мазей, которые бы грыжи дисков рассасывали. Если оперировать не надо, как быть с упражнениями, если грыжи дисков и поражение корешков уже есть? На мой взгляд, упражнения необходимы и этим пациентам. Хирургическое удаление одной межпозвонковой грыжи не только не препятствует появлению новых грыж, но даже способствует этому. Оперированный сегмент в меньшей степени вносит вклад в подвижность позвоночника, поэтому смежные двигательные сегменты несут избыточную нагрузку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делайте репост, расскажите об этом своим друзьям и близким, если они мучаются со спиной.
Больше информации в блоге Boosty to Rehab для подписчиков. Там же много публикаций в открытом доступе. Всем удачи, пока!